Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут презентацию флагманского смартфона от компании из Поднебесной, а именно Xiaomi 12. Он должен стать одним из первых на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 898. Но совсем недавно появилась информация, что компания Lenovo поборется с Xiaomi за звание компании, первой выпустившей флагманский смартфон на данной однокристальной платформе. Генеральный директор подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае Цен Цзинь опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo тизер нового телефона под названием Moto Edge X. Он не делится никакой информацией о характеристиках устройства, но заявил, что оно будет бесконечно мощным и полным ожиданием. Стоит отметить, что на этот гаджет компания Lenovo делает основной свой упор, ведь достаточно давно компания не заявляла о себе. Как мы помним, в свое время Lenovo Z5 Pro GT стал первым в мире смартфоном на базе однокристальной системы Snapdragon 855, а также Motorola Edge S стал первой в мире моделью на Snapdragon 870. Так что все возможно, что мы получим смартфон с новейшей системой. Итак, основные фишки смартфона Moto Edge X — это OLED-экран диагональю 6,67 дюйма, мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 898, главный сенсор основной камеры OmniVision OV50A разрешением 50 мегапиксель, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 68 Вт. А также, что интересно, фронтальная камера на 60 мегапиксель и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, смартфону Moto Edge X получил каталожный номер XT2201. Он же будет выпущен в Европе под названием Moto Edge 30. Как и принято в наше время, экран будет выполнен по технологии OLED. Кому-то это плюс, кому-то это минус. Диагональ 6,67 дюйма с разрешением Full HD+. Напоминаю, суть технологии состоит в том, что каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. Большой размер пикселя позволяет получить гораздо более высокое разрешение, плотность пикселя и, следовательно, качество изображения. Насыщенные цвета и энергосбережение, а также идеальный черный цвет — это основные преимущества OLED-матрицы. Также, что немаловажно, экран будет с кадровой частотой 144 Гц и поддержкой HDR10+. Объем оперативной памяти составит 8 или 12 гигабайт. Встроенной флеш-памяти 128 или 256 гигабайт, что должно хватить для всех нужд. Из коробки мы получим операционную систему Android 12. Основные фишки ее — это: система позволяет выбрать способ передачи местоположения, точный либо приблизительный. Подключение устройств по Bluetooth, например, наушников или часов, теперь тоже осуществляется без раскрытия геоданных. Некоторые игры и приложения можно запустить, не дожидаясь окончания загрузки, что является, на мой взгляд, большим плюсом. Это все хорошо, но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным, смартфон Moto Edge X будет стоить 800 евро. Давайте посмотрим основных конкурентов на данный момент. И так, как всегда, я захожу на e-каталог, нажимаю смартфоны и просортируем по цене наших конкурентов. 800 евро — это плюс-минус 65 тысяч российских рублей. До 70 тысяч возьмем, потому что есть максимальная конфигурация. 38 моделей. Но мы-то знаем, что у нас объем оперативной памяти 12 гигабайт и встроенной памяти 256. Основные конкуренты всего лишь у нас 8 моделей. Показать: это OnePlus 9 Pro, Asus ROG Phone 5, Samsung Galaxy Note 10 Plus, старичок, Xiaomi Mi 11 Ultra, Asus Zenfone 8 и все. На мой взгляд, из этих конкурентов выделяется только OnePlus 9 Pro. Мы можем поставить сердечко, тем самым положить смартфон в закладки, в случае чего вот он тут находится и мы его никогда не потеряем. Итак, давайте же посмотрим, за сколько можно купить OnePlus 9 Pro. 52 тысячи 64. Сравни цены. Итак, как мы видим, мы тут можем выбрать
нормального продавца, который нам предоставляет максимум скидки. Пожалуйста, все на ваш выбор. Также хочу напомнить, что тут есть реальные отзывы потребителей, что является большим плюсом. А если вам этого мало, есть обсуждение, задаем вопросы и ждем на них ответ от всевозможных потребителей, что является большим плюсом. Также хочу напомнить, что есть реальные фотографии, чтобы вы знали, что вы покупаете, что также очень удобно. Также мы можем сравнить динамику цен. Это график, где вы можете посмотреть, когда телефон стоил, например, пожалуйста, 84 тысячи, а сейчас он стоит 57, что удобно. То есть, действительно, продавцы вас не надурили. А то, вы знаете, 11.11 некоторые продавцы завышали цены, а потом якобы снижали. Посмотрите, у нас скидочки. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Сердцем смартфона выступит мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 898. Он производится с использованием 4-нанометрового производственного процесса Samsung. Кроме того, в этой однокристальной системе используется трехкластерная архитектура 1+4+4. Частота ядра Cortex-X2 составляет 3.0. 3 ядра работают на частоте 2,5 ГГц, а энергоэффективные ядра работают с частотой 1,79 ГГц. В качестве графического процессора выступает Adreno 730. Если Qualcomm будет следовать своему ежегодному графику, то Snapdragon 898 представят на саммите Qualcomm в декабре этого года. Также стоит отметить, что в системе основной камеры будет 3 датчика. Основной OmniVision OV50A разрешением 50 мегапикселей с широкоугольным объективом, 50 мегапиксельный Samsung со сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельный OmniVision OV20B1B для анализа глубины сцены. Напоминаю, OmniVision OV50A это первое изделие компании-производителя со стопроцентным покрытием системой фазовой автофокусировки. Новинка ориентирована на камеры флагманских смартфонов и устройств так называемого класса высокий уровень. Реализована технология QPD, благодаря которой фазовая автофокусировка охватывает всю площадь сенсора. Для сравнения, у других схожих решений этот показатель составляет только 3-6%, что является большим плюсом. Поддерживается запись видеоматериалов в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду, а также в форматах 1080p и 720p со скоростью 240 и 480 кадров в секунду соответственно. Интересно, что в фронтальной камере приписан датчик разрешением целых 60 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. Она будет поддерживать быструю зарядку мощностью 68 Вт. Полная зарядка аккумулятора смартфона за 35 минут, что является большим плюсом. Moto Edge X не будет поддерживать беспроводную зарядку. Также у него не будет стандартного разъема для наушников. Зато упоминается стереодинамики и защита от пыли и воды IP52. Это нам дает, что некоторое количество пыли может проникать внутрь. Однако это не нарушает работу устройства. А также вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15 градусов. Ну что же, ребята, вот такой смартфон получится у компании Motorola. На мой взгляд, данная компания с каждым годом выпускает все лучше и лучше свои смартфоны. И это является большим плюсом, потому что нет однообразия. Сейчас что? Samsung, Apple, Huawei, Sony, все, пожалуй, больше производителей как таковых нет. Ну, я не считаю Oppo, Vivo и так далее. А вот Motorola или Lenovo, на мой взгляд, действительно заслуживают внимания смартфоны. Потому что вспомним времена, когда Motorola задавала тренд на весь год вперед. Так вот, на мой взгляд, данный смартфон получится действительно производительным. А тем более Snapdragon 898 от Qualcomm делает его ну просто зверем. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.